Российские военные возвращают Курскую область. США возобновили военную помощь Украине. Президенту дали тюремный срок, но не тому. Всем привет, это «Новости воздух» на Ходорковский лайв. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы начинаем. Украинские военные покидают Суджу в Курской области. Сегодня в сети появились видео, на котором российские военные устанавливают триколор на площади населенного пункта. Плиткой вот с таким узором действительно вымощена Советская площадь возле мэрии Суджи. В то же время ролик не доказывает полного взятия города российскими военными. Впрочем, у въезда в Суджу уже появились российские пропагандисты. По мнению аналитика Яна Матвеева, это может говорить о том, что фронт отодвинулся от этой локации. Спустя долгие месяцы российская армия наконец вернулась. Красное кольцо, здесь стелла. Об уходе ВСУ говорят и другие исследователи. Основатель проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в эфире телеканала «Дождь» сказал, цитирую, «История украинского плацдарма в Курской области подходит к концу». Вот это видео из Суджи, снятое российскими военными с дрона. По нему можно видеть, как сильно разрушен город. Напомню, что российские силы неоднократно били по нему артиллерией, несмотря на то, что там осталось много жителей, а также ударили по пункту, в котором собирались люди. Но вернемся к обстановке в городе на сегодня. Накануне журнал Forbes со ссылкой на свои источники сообщил об эвакуации украинских военных из Курской области. Наступление российских сил началось 8 марта. Операция проходила на фоне остановки передачи Украине разведданных от США. Тем временем продолжаются обстрелы Украины. После ночных ударов по Днепропетровской и Сумской областям российские военные атаковали Кривой Рог. Погибла 47-летняя женщина, которая ехала в троллейбусе, когда начался обстрел. Ранены минимум 9 человек, 7 из них в больнице. 3 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Украина также подтвердила удар российских военных по сухогрузу в Одессе. Ракета «Искандер» прилетела в корабль днем ранее. 4 человека погибли, это моряки, украинец и 3 граждан Сирии. Судно перевозило зерно в Алжир. Возобновились поставки американской военной помощи Украине. О том, что оружие и другая техника снова начали поступать, рассказал в соцсетях замминистра обороны Польши Павел Залевский. Поставки в Украину идут через польский логистический центр. Также, по словам директора национальной разведки США Тулси Габбард, возобновлен обмен разведданными между двумя странами. Тем временем невиданное потепление в отношениях между Вашингтоном и Москвой. В службе внешней разведки заявили, что глава ведомства Сергей Нарышкин провел переговоры с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом. По словам пресс-службы СВР, во время разговора обсуждались, цитата, «вопросы взаимодействия по направлениям общего интереса». Конец цитаты. На момент записи выпуска в Центральном разведывательном управлении не комментировали сообщения о переговорах. Американское издание «Политика» в свою очередь пишет, что генерала Кита Келлога фактически отстранили от переговорного процесса. Спецпосланник президента США по Украине и России не участвовал в последних встречах на высшем уровне ни с Украиной, ни с Россией. По данным журналистов, в Белом доме могли охладить Келлогу из-за того, что он не разделяет критических настроений Трампа по отношению к Владимиру Зеленскому. После своего визита в Киев в феврале этого года Келлог назвал Зеленского, цитата, «отважным лидером воюющей страны». Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил тюремный срок 9 лет лишения свободы. Это уже его второй срок. Саакашвили отбывает наказание в 6 лет тюрьмы по делу о помиловании убийцы и избиении депутата. Теперь же его признали виновным в хищении бюджетных средств более чем на $3 миллиона. По версии обвинения, экс-президент Грузии покупал себе дорогую одежду, делал косметические операции и оплачивал учебу сына за эти средства. Михаил Саакашвили отверг обвинения и заявил о политическом характере дела, а также обвинил суд в выполнении указаний основателя правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. И это были все новости на сегодня. Оставайтесь на нашем канале, смотрите другие видео, подписывайтесь, ставьте лайки, так вы поможете нам шире распространять информацию. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы дублируем весь контент, в том числе в аудиоформате. Берегите себя.